Да, друзья, мы начинаем. У нас первый спикер, прошу, пожаловать, Егор Двоенко, с докладом «Далеко ли до старта». Я точно не знал, кто будет в аудитории, то ли студенты, то ли ученые, то ли администраторы, то ли программисты. Кто из вас программист? Поднимите руку. Большинство. А кто студент? Хорошо. Ну вот примерно так и будем ориентировать мой контент. Сначала расскажу в двух словах о себе, буквально коротко. Я не вижу слайды, поэтому да, буду смотреть туда. Значит, я программирую уже больше 30 лет на языке Java, на языке JavaScript, на языке PHP, C++ и так далее. Я занимаюсь open source более 12 лет, то есть я активно пишу код в открытый доступ, и многие пользуются моими проектами на GitHub. Я пишу книги уже чуть более 8 лет. У меня 5 книг, 4 из них о программировании, одна из них о том, как программисту стать более популярным. Я сейчас в данный момент руковожу лабораторией, исследовательской лабораторией в компании Huawei. 4 года этим занимаюсь, несколько больше, чем 4 года. И мы в нашей лаборатории занимаемся в том числе искусственным интеллектом. Я так понимаю, что на этой конференции большой упор делается на искусственный интеллект. Мы как раз в том числе из этой сферы. Но не только. Мы занимаемся еще языками программирования, мы занимаемся еще методами анализа программ. У нас такой R&D лаборатория, в которой более 50 человек. И я читаю лекции уже более 2 лет в 2 университетах. В Высшей школе экономики и в Иннополисе. Кто слышал про университет Иннополис? Поднимите руки. Практически все. Есть такой университет, мне очень нравится. И Высшая школа экономики мне тоже нравится. У меня есть некий опыт работы со студентами, преподавания, приема у них экзаменов. И я вам сегодня хочу рассказать о том, с какими проблемами я сталкиваюсь во время своего преподавания и как я вижу наше высшее образование в целом. Я некие выводы могу сделать, как мне кажется, из тех 2 с лишним лет, когда я работаю со студентами. Покажу вам, как мне кажется, где плохо, и потом предложу, как сделать, может быть, лучше. Кто-то из вас студент сегодня, завтра станет аспирантом или завтра станет преподавателем, вы внесете какую-то лепту свою собственную и как-то измените, может быть, высшее образование. Кто-то из вас, может быть, уже преподаватель, может быть, кто-то послушает нас в записи и тоже какие-то выводы сделает. Я предложу в конце лекции, конкретные действия. Сначала я буду критиковать, приготовьтесь, потом я буду предлагать решения. Итак, начнем с критики того, что существует. К сожалению, слайды могут не все из вас увидеть, но на первом слайде я показываю статистику, которую я нашел в интернете, в которой вы видите или можете увидеть, какие страны публикуют какое количество работ в области computer science в количественном выражении. Computer science — это, наверное, то, что может нас всех объединить как единая сфера науки. Мы с вами не занимаемся биологией, я так понимаю, не занимаемся, видимо, химией, возможно, кто-то из вас занимается физикой, но я конкретно принадлежу к computer science. И в этом самом computer science есть научные работы, которые публикуются в виде научных статей. И по этим статьям можно оценить, кто какой вклад вносит. Есть статьи, которые являются фундаментальными и вносящими огромный вклад в развитие науки. Есть статьи такие, которые лишь вспомогательные статьи. Но общий вклад страны можно оценить, или как на этой таблице представлено, общий вклад страны можно оценить по общему количеству этих публикаций и по тому, как публикации цитируются. Вы, как студенты и в перспективе аспиранты, и в перспективе ученые, будете так или иначе свои научные решения публиковать в виде научных статей. Вы будете отправлять их на конференции и в журналы, и там вам будут давать либо отказ, либо публиковать ваши работы. А потом на ваши работы будут ссылаться другие работы. То есть будут писать другие статьи, другие ученые, и в них указывать как ценный источник релевантной информации вашей работы. И вот потому, как часто на вас ссылаются, можно будет сказать, каков вы ученый, сказать, какой вы вклад внесли. И вот они проранжировали эти страны, написали их там порядка, наверное, сколько в этом списке? Наверное, 30 стран по количеству статей, кто на каком месте находится. Сказано, что Америка лидирует по этому показателю. 25% всех статей, написанных в мире в Computer Science, написаны в Америке. России в этом списке вообще нет. То есть мы вообще не в теме. Это я как бы критикую сейчас сначала. Мы, к сожалению, такова наша текущая ситуация. То есть мы или не пишем статьи, или пишем их мало, или пишем их плохими.
но мы в рейтинг не попадаем вообще, как вся страна, со всеми нашими университетами, со всеми нашими учеными, со всеми нашими работами. Вот такая вот удручающая ситуация. 25% занимает Америка. И вот что они еще интересно говорят, второе предложение, они говорят, что impact, то есть ценность статей, которые опубликованы в Америке, она даже более чем 25%. Они говорят, что 50% всех цитат, которые куда-то направляются, то есть когда какая-то статья цитирует другую статью, так вот этих цитирований, они направлены, 50% из них направлены на те самые 25% статей, опубликованных американскими авторами. То есть, понимаете, какой вклад вносит американская наука в мировой компьютер-сайенс. Это первое. Второе. Есть такой рейтинг университетов, мировых университетов, которые тоже в компьютер-сайенс вносят определенный вклад. И на табличке видно, в этой таблице всего, по-моему, там 1000 университетов представлено из разных стран мира, и по каждому университету оценивается вклад этого университета и количество профессоров, которые в этом университете являются, по их мнению, ценными профессорами. Они некий индекс используют, D-индекс, и если этот D-индекс больше, чем 30, то этот профессор попадает в рейтинг и считается, что его вклад ценен. На первом месте, если я не ошибаюсь, это Карнеги Меллон университет, потом MIT, потом Стэнфорд. И один-единственный университет попал в этот рейтинг, Высшая школа экономики, на 901 месте. И там, если в Карнеги Меллон университете профессоров 160, в MIT 130, то есть тех, которые попали в рейтинг, то в Высшей школе экономики 1. Вот такая картина. Это Сергей Олегович Кузнецов. Единственный человек, который попал в этот рейтинг. И он, благодаря ему, туда попала Высшая школа экономики. И вот мы имеем такую картину. 901 место из 1000 мировых университетов с одним единственным ученым, который получил этот рейтинг выше 30. Понимаете сами, да, в каком положении мы находимся. Некую статистику я подвел, она, может быть, вам не так будет интересна. Я думал, здесь будут люди из менеджмента и управления университета. В общем, я сравнил два университета. Стэнфорд, который находится на 2-м месте в рейтинге, и Высшую школу экономики, которая находится на 901 месте. Конечно, объем финансирования разный у этих университетов. Вы можете посмотреть, что годовой бюджет Стэнфорда 8,9 миллиардов долларов. Годовой бюджет Вышки 330 миллионов долларов. То есть 27 раз больше Стэнфорд получает денег, чем Высшая школа экономики. В 27 раз. Но ученых не в 27, там другое соотношение. Хотя, может быть, именно такое соотношение. Нет, там 130 раз больше. Но некие цифры, да. Студентов в Стэнфорде 17 тысяч человек, в Высшей школе экономики 47 тысяч человек. Преподавателей 2000 в Стэнфорде, в Вышке 5000. И если посчитать, сколько условно долларов приходится на одного преподавателя из бюджета университета, то в Вышке примерно 3,8 миллиона в год на одного преподавателя, это в Стэнфорде, а в Вышке 66 тысяч. То есть в 58 раз меньше в Вышке денег на одного преподавателя. Может быть, это является причиной. Об этом, по крайней мере, говорят многие преподаватели и ученые. Говорят, ну вот если бы вы нам платили 3,8 миллиона в год, на нас выделяли, а не 66 тысяч долларов, то мы бы были бы на 1-м месте в этом рейтинге, мы бы писали научные статьи, мы бы... Возможно. Я, как преподаватель, знаю, сколько платят преподавателям, и понимаю, что, безусловно, это значительная часть проблемы. Но предложу вам решения, которые связаны не только с деньгами. Посмотрим, какие они могут быть. Да, и еще немножко статистики грустной. Есть такая организация ACM, Association for Computer Machinery, которая является основным или главным паблишером, то есть публикатором тех научных статей, о которых мы говорим. И они не просто публикуют научные статьи и проводят конференции, они еще и выдают премии. Они присуждают премии тем ученым, которые эти премии заслужили, которые сделали исследования, которые являются ценными. Ну, например, есть такой award, ACM SIGPlan Award. Я говорю про SIGPlan, это касается языков программирования, той сферы, в которой я работаю. 103 премии было выдано за все время существования, за существование этой премии, это примерно последние 30 лет, если я не ошибаюсь. Из них 0 премий русскоязычным ученым. То есть, если посмотреть эти все 103 фамилии, которые получили премии, ни одной русской фамилии вы не увидите. Я не знаю даже, откуда эти люди. Если бы я увидел там русскоязычную фамилию, я бы изучил и посмотрел, где этот человек работает. Возможно, он в Стэнфорде учится. Но там даже ни одной фамилии я не встретил. Второе, есть такой award
Most Influential Paper. Это, я указал здесь 4 центральные конференции по нашей тематике, по языкам программирования. И когда студент или ученый публикует статью, то ему могут дать премию за наиболее ценную, оказавшую наибольшее влияние научную работу. 291 такой award был выдан, всего одну русскую фамилию я встретил. И то я посмотрел, этот парень, он не в России, не в российском университете работает, он где-то в университете Калифорния, где-то там. Видите, какая картина? То есть мы учимся здесь, мы должны писать научные работы, мы должны их публиковать, но как-то у нас за последние 30-40 лет не получается. Третье. Есть такой Turing Award, наверное, вы слышали. Это самый, наверное, ценный, самый такой важный приз за вклад в computer science, за вклад в программирование, в компьютерную науку. Таких всего призов было выдано 52, точнее 52 фамилии там участвуют и 0 наших соотечественных. И последнее, что интересно. Казалось бы, я вернусь назад, казалось бы, можно предположить, что, может быть, мы просто глупее, чем люди, живущие в Америке, в Европе и в Австралии. Может быть, просто у нас не хватает мозгов. Но нет, если посмотреть на ICPC, соревнования, о которых вы, наверное, слышали, в которых программисты участвуют и соревнуются по способностям в области программирования. Так там оказывается совсем другая картина. Там мы занимаем лидирующие позиции. И там больше всего, если посмотреть по фамилиям, точнее по командам, то есть 29 победивших команд за все время истории этого соревнования. А там побеждали и китайские команды, и американские, и австралийские, самые разные. 15 раз побеждала Россия. То есть, получается, мозги-то есть, а науки-то нет. Вот такую картину я вижу. То есть мы могли бы, у нас есть потенциал, но реализовывать его у нас пока не получается. Вопрос, почему и как это изменить, об этом я вам и скажу. Значит, сначала еще один слайд о том, почему так. Почему такая ситуация, почему у нас мозги есть, а науки нет. Ну, первый мой ответ, я задам 5 раз вопрос «почему?». Знаете, такая техника, чтобы докопаться до истины, можно 5 раз подряд задавать вопрос «почему?». Первый раз «почему?». Ну, я думаю, что потому что клиенты не хотят становиться, студенты не хотят становиться учеными. Студентам это просто неинтересно. Они они умные, они хотят программировать, они могут быть олимпиадными программистами, но учеными становиться не хотят. Это вот поэтому у нас науки мало, а программирования достаточно. А почему так происходит? Почему студенты не хотят быть учеными? Потому что я думаю, что это не престижно и это не оплачивается. То есть, если вы пойдете после завершения своей магистратуры или бакалавриата, например, в Тинькофф, например, работать, или в Сбертех, или в какую-то другую компанию, то вы, скорее всего, получите больше денег, чем если вы останетесь в аспирантуре и будете продолжать работать в университете, например, в том, который организовал эту конференцию. Ваша зарплата будет ниже значительно, или незначительно, но ниже, чем зарплата в коммерческой организации. И студенты поэтому не хотят быть учеными, просто по финансовым соображениям это просто невыгодно. А почему это невыгодно? Зададим третий вопрос. Почему так? Почему коммерческие компании платят больше, а университеты платят меньше? Я думаю, что компаниям не нужны ученые. Компаниям нужны программисты. То есть, несмотря на то, что говорят компании с больших сцен и на больших конференциях, местные компании, о том, что наука нам важна, и нам нужен искусственный интеллект, и мы хотим поднимать науку. Но в реальности им ученые нужны, если и нужны, то в очень небольших количествах. А в основном им нужны просто практикующие программисты. И за это они готовы платить. То есть компаниям нужны прикладные инженеры. Инженеры, которые будут брать существующие технологии, применять их к текущим проблемам и помогать компаниям получать выгоду. Вот такая ситуация. Зададимся вопросом, а почему так? Почему компаниям не нужны в массе свои ученые, а нужны просто прикладные программисты? Я думаю, что это связано с тем, что у нас нет на рынке глобальных маркетмейкеров. То есть нет крупных IT-компаний, которые бы строили IT-будущее планеты. То есть нет компаний, которые решают фундаментальные вопросы в области того же искусственного интеллекта. Такие большие компании — это Google, OpenAI, Nvidia, Microsoft. Эти все компании, они находятся в другом месте и находились все это время. У нас были какие-то их представительства в течение этих 30 лет, пока мы не получали никакие призы за науку.
Эти компании представлялись здесь какими-то офисами удаленными, распределенными, но в них, конечно, не происходил основной научно-технический прорыв. Эти научно-технические работы происходили в центральных офисах за территорией Российской Федерации. Вот поэтому, то есть у компании нет задач глобальных. У местных компаний есть местные локальные задачи национального масштаба. У них нет задач глобального масштаба. Они не собираются изменить способ общения между людьми в глобальном смысле. У них есть задача правильной выдачи кредитов населению, или правильной выдачи ипотеки, или правильного оформления покупки-продажи шампуней и средств для бритья в онлайне. Это понятная задача, практическая задача, и они эту задачу решают. Задачи создать 6G или 7G на локальном рынке таких компаний не существует, которые бы могли себе такие задачи ставить. Почему так происходит? Последний раз спрашиваю, последний 5-й вопрос, почему? Я думаю, что здесь можно закольцевать эту историю и сказать, ну потому что нет ученых. То есть раз ученых нет, то и компании здесь не строят глобальные решения, и компании здесь не возникают, и им просто нет почвы, на которой можно возникнуть. То есть, видимо, проблема курицы и яйца. Раз у нас нет ученых мирового масштаба, мировым потенциалом, значит у нас и не рождаются компании, которые бы делали 7G, 8G и ChatGPT 5.0. Вот такая вот история. Ну и теперь переходим к решениям. Что университеты могут сделать, чтобы эту ситуацию решить? Университеты вместе со студентами, с преподавателями. Предложу 5 всего шагов. Первое. Я бы, как преподаватель, чувствую, что было бы здорово, если бы университет разрешил мне, или наоборот, даже не просто разрешил, а воодушевил меня, или даже потребовал от меня, чтобы я на выходе после курса или на выходе курсовых работ требовал бы от студентов опубликованных научных работ. К сожалению, ни в Вышке, ни в Иннополисе я не вижу таких требований, они не озвучиваются деканатом и выглядят странно, если я бы их сам предложил. А было бы здорово, если студент пишет дипломную работу или пишет курсовую работу, и на выходе он должен предоставить не массу отчетности, как он сейчас предоставляет, там 10 каких-то бумажек, которые имеют мало смысла, а предоставил бы на выходе статью, которую он написал, но не просто написал, а которую приняли на научной конференции. Вот такой бы был критерий приемки от студента по окончании его дипломной, допустим, работы в конце бакалавриата или в конце магистратуры, опубликованную, ключевое слово published, опубликованную научную работу, опубликованную не на научной конференции этого университета, а на мировой научной конференции. Есть конференции, которые принимают студенческие работы. На многих крупных конференциях есть такие специальные студенческие треки, куда можно отправить работу не полноценную, 10-12 страничную, а 3-4 страницы, 5 страниц, с которой вполне студент может справиться. И требовать именно как проходной элемент, как результат, как заключительный результат магистерской работы, именно опубликованную статью. Это было бы здорово. Мы бы направили просто сотни студентов в этом направлении. И кто-то бы из них почувствовал бы удовольствие от публикации своих решений на мировом рынке. И понял бы, что дипломная работа — это не просто 10 бумажек, которые потом уйдут в корзину, их почитает руководитель и какая-то комиссия, и никто в них вникать не будет. А на выходе, возможно, его прочитают люди, которые создают OpenAI и которые создают решения мирового уровня. Таким образом, мы выведем студентов из локального, из национального пространства в мировое. И потенциально получим те самые статьи мирового уровня. Второе решение. Я думаю, что было бы здорово, чтобы университеты помогали студентам найти места, где можно публиковаться. Я пробовал пункт 1. Я со студентами прошел этот путь. Я в нескольких своих курсах потребовал от студентов, чтобы они заканчивали свои работы публикациями. Написали статьи, написали работу эти студенты, но дальше мы столкнулись с вопросом, куда их отправлять, на какие конференции, где их публиковать. И нужно было заниматься поиском этих конференций. Есть конференции высокого уровня, так называемые A-Star конференции, есть A, есть B, C, есть целые классификации этих конференций. Кто-то должен помочь студенту показать, куда ему отправлять свою работу. Просто так он этого не знает, и у него опускаются руки. Он и написал это вроде бы, они написали у меня все, вот у меня был курс и в Вышке, и в Иннополисе, 2 курса, и там по 50 студентов, и написали мы и в том курсе 10 работ. 10 статей в одном, 10 в другом. Они организовывались в группы, эти студенты, там по 2-3 студента, некоторые из них написали какие-то работы, некоторые ничего не написали, но 20 работ мы получили.
И нужно было куда-то их направить, показать им, ребята, отсылайте на эту конференцию, там вас не примут, редактируйте, отсылайте на эту. Целый пайплайн должен быть выстроен из этих конференций, куда отсылать. Университет должен в этом помогать, я считаю. То есть в университете должна быть какая-то служба, какие-то несколько человек, которые постоянно мониторят весь мировой рынок этих научных журналов и конференций и публикуют студентам инструкции. Смотрите, в феврале сюда лучше подавать. Те, кто работает по теме искусственного интеллекта, вот вам февральские 2 конференции, туда отправляйте. По теме, кто работает, компиляторы и языки программирования, на эти конференции отправляйте. В марте на эти, в феврале на эти. И тогда студенту будет понятно, по какой дороге ему идти. Это второе. Третье, что бы я сделал, это организовал бы так называемые paper reading clubs. Может быть, кто-то с этим сталкивался, в компаниях такое проводят. Это все более и более набирает популярность эта тема, когда в качестве лабораторной работы можно было бы студентам организовывать эти ридинги. То есть один студент находит статью научную, чью-то чужую, опубликованную на центральной конференции, детально с ней разбирается и делает небольшую презентацию минут на 20-30, рассказывая своим другим студентам о том, что он понял, и их просвещает. И так на каждой следующей лабораторной работе каждый новый студент делает такой обзор. И это идти должно в зачет. И это должно быть, на мой взгляд, введено в разряд общеуниверситетского правила, что так мы лабораторные наши рекомендуем проводить. Это, во-первых, облегчает работу преподавателя во многом, потому что он тоже сидит и слушает, он комментирует, он тоже обучается. Вы же видели, у нас и преподаватели-то не публикуются. То есть у нас проблема не только со студентами, а и с преподавателями. Преподаватели сами по себе не ученые, не мирового, по крайней мере, масштаба. И преподаватель сам обучается, видя то, что там пишут на этих конференциях и что студенты нашли. В общем, этот процесс был бы очень полезен, и мы его проводим у себя в компании, внутри, хотя мы коммерческая организация, и мы не школа, не университет, но мы проводим такие ридинги каждую неделю. У нас кто-то из коллег делает такие презентации на 30 минут. Очень познавательно, очень полезно. Вы видите, как пишут другие, вы видите, как пишут статьи лучшие авторы, и видите самые лучшие статьи. Это очень открывает глаза. Становится понятно, куда бежать, становится понятно, чего нужно достичь. Ну и, наконец, последнее, предпоследнее, у меня всего 6 пунктов. Организовывать Student Research Competitions, то есть соревнования студенческих исследований. Внутри университета, между университетами, внутри факультета, внутри даже группы студентов. Но соревновательный элемент очень важен. То есть, чтобы было видно, что у нас в 2024 году на факультете компьютерных наук победили вот эти 3 работы студентов. 3 исследования, 3 статьи. Вот мы их вам покажем. Одна из них была опубликована там, вторая была опубликована там, третья там, а всего нам на конкурс было представлено 25 работ. Все где-то опубликованы, но 3 мы выбрали, и за них даем призы, что-нибудь даем. То есть конкуренция внутри университета бы очень помогла. В каждом университете есть конкуренция по баллам. Студенты набирают баллы, между ними выставляют эти рейтинги, конкуренции. Это было бы очень здорово, если бы публикация студента засчитывалась, не просто засчитывалась, а может быть даже была бы отдельным таким конкурентным треком соревновательным, где студенты друг с другом борются именно по этому показателю, кто что опубликовал. Ну и последнее. Было бы здорово, конечно, проводить международные компьютер-сайенс конференции и воркшопы. У нас, к сожалению, их либо мало, либо нет, и сейчас их стало совсем мало до последние годы, а было их мало. Если вы посмотрите на центральные конференции, которые я упомянул, по нашей, по крайней мере, тематике, и посмотрите, они проводятся уже по 40 раз, то есть каждая конференция раз в год. И вот есть 40-я конференция, есть 50-я конференция, то есть им по 40-50 лет. И сколько из них было проведено на территории России или Советского Союза до этого? Там нулевые будут цифры, или ничтожно малые. То есть не проводятся у нас, и не проводятся, но не проводятся и наши собственные конференции с international упором. То есть нужно делать конференции, в которых был бы международный программный комитет, международный наблюдательный совет, международные авторы присылали бы из разных стран мира. Не локальные конференции, не конференции масштаба одного университета, а пытаться их делать международного масштаба. Тогда это будет, я думаю, помогать. Их можно либо организовывать свои собственные, эти международные конференции, либо брать существующие конференции и
предлагать им провести их следующую конференцию у себя в городе, у себя в университете. Все international конференции, все computer science конференции или подавляющее их большинство организуются по формату волонтерства. То есть каждый следующий год какой-то университет изъявляет желание стать хостом этой конференции. Связываются с организаторами конференции и говорят: слушайте, а давайте в 2026 году мы проведем эту конференцию. Ну, мы готовы, мы поможем, мы волонтеры, мы организуем вот такую вот комнату, мы организуем трансляцию, мы организуем проверку этих статей, мы все это организуем. И какие-то конференции могут согласиться. Я понимаю, сейчас ситуация непростая, многие откажут, но какие-то могут и согласиться. То есть вы, как студенты, можете вполне об этом подумать. Вы можете найти конференции, которые вам близки, или какую-то, которая вам близка, и попытаться с ними связаться. Студенческий трек какой-то провести здесь, или полноценно провести на территории вашего университета. По крайней мере, 5 лет назад это было вообще супер возможно, сейчас это несколько тяжелее, но не невозможно. Я завершаю мой последний слайд, небольшой такой раздел рекламы. Расскажу, как мы это делаем. Мы проводим свою собственную международную конференцию уже 4-й год на территории российской, вот здесь, на территории этой страны в разных городах. Мы делаем это в разных городах 4-й раз. Первый раз мы провели это вместе с Высшей школой экономики. 2-й год мы были с университетом Иннополис. 3-й год с Санкт-Петербургским государственным университетом. И в этом году мы делаем с Иннополисом снова. В следующем году думаем, с кем провести. Мы каждый раз стараемся выбрать новый университет. И эта конференция international. Я вам сейчас покажу почему, что ее делает, на наш взгляд, действительно international. И мы этим гордимся. Первое. Мы делаем ее in cooperation с IEEE. Наверное, слышали о такой организации. Я вам уже говорил об организации ACM, которая является лидером в области научных публикаций и проведения конференций. Есть еще организация IEEE, которая такая схожа по масштабам, но, может быть, чуть менее уровень высокий престижа именно в Computer Science мире. Но, тем не менее, мы вместе с ними, это американская организация, но она non-profit организация, но штаб-квартира у нее, конечно, в Америке. И они нам дают этот статус, то есть статьи, которые к нам присылают на конференции, мы их отбираем по конкурсу, в итоге публикуются этой организацией. IEEE становятся доступны всем читателям, индексируются Scopus'ом. В общем, это вполне себе высокий статус. И второе, мы в 2022 году, в 2021 получили поддержку такую же от ACM. Но потом, в связи с известными событиями, у нас эту поддержку отобрали. А IEEE оставил. IEEE усилил контроль, стал нас больше проверять, стал к нам относиться более придирчиво, но продолжает нас поддерживать вот 4-й год подряд. То есть мы international. Второе, у нас в программном комитете каждый год мы набираем ученых со всего мира, приглашаем в наш программный комитет. Программный комитет — это люди, которые просматривают статьи, читают, ревью делают статей и решают, какие статьи публиковать, какие нет. То есть не я решаю, я только организовываю этот процесс. А у нас каждый год 20-25 человек приходят к нам в программный комитет и решают. Каждый год у нас в программном комитете 1 или 0 человек из России. То есть российская конференция и 20-25 человек из Америки, Канады, Италии, Германии к нам приходят в наш программный комитет бесплатно, мы ничего им за это не платим, и проверяют статьи, которые на нашей конференции ревьюются. То есть вполне себе international статус мы себе этим выдерживаем. У нас нет национального никакого привкуса у конференции. Единственное, что она проводится здесь. Мы ее не собираемся за границы выводить. Но большое количество людей, из MIT у нас люди, из Carnegie Mellon университета, тех университетов, которые были в топе рейтинга, который я вам показывал. Из Стэнфорда я не помню, были у нас, по-моему, нет. Из Сорбонны, Университет Калифорния, Пюрдью университет, British of Columbia и так далее. Из разных университетов всего мира. Посмотрите текущую последнюю конференцию, ICCQ наберите в поиске и увидите там последний программный комитет. Вот сейчас, на прошлой неделе мы закончили прием статей на эту конференцию. Статьи нам присылают откуда? Статьи нам присылают из разных стран, мы принимаем их по конкурсу, какие-то мы отбраковываем порядка 70%. То есть, чтобы попасть на конференцию, нужно выиграть конкурс 1 к 3 приблизительно. И каждый год у нас так получается, совершенно честно и открыто, получается, что выигрывает одна статья из какого-то местного университета. А остальные 3-4, мы принимаем немного статей, всего получается там у нас от 4 до 6. Но одна местная, так получается, а остальные все это Америка, Германия, Испания, Канада, ученые из разных стран мира. Это тоже здорово. Ну и последнее, да, как я вам сказал в начале, статьи, которые мы принимаем, они публикуются в IEEE Explorer и индексируются Scopus'ом.
Это как пример вам. Я, с одной стороны, хвастаюсь, потому что у нас получается, и с другой стороны, вас мотивирую на то, чтобы, может быть, нам, если захотите помочь, пишите, а может быть, захотите сделать что-то свое. Именно таким образом можно поднять науку. Теми вот 6 пунктами, которые я сказал, и организацией своих собственных конференций. У меня есть... Да, все, мы закончили, да. Ну и тут последняя цифра, я показываю, сколько у нас статей было на эту конференцию. Нам прислали в 2021 году, к нам прислали 23 статьи, мы из них приняли 6. В 2022 году 11 статей, мы приняли 4, потом было 13, и в этом году нам прислали 23 статьи. То есть мы немножко провисли в 2021 году, а сейчас набираем опять обороты, и по количеству статей, приходящих на конференции, на большие конференции международного уровня, которым по 40 лет, присылают обычно около 1000 статей. К нам прислали 23. Вот нам еще 40 лет, и мы, наверное, выйдем на уровень международных конференций. Долго. Много времени нужно, но мы надеемся. Это ссылка на мой телеграм-канал. Еще минутка рекламы. Если хотите, подписывайтесь. На этом все. Спасибо.